Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Начинается новая рубрика моего канала, которая называется «Выживание под старыми операционными системами». Изначально данная рубрика должна была быть запущена в 2023 году, но в связи с техническими обстоятельствами моего компьютера, а именно поломкой жесткого диска в определенный период времени, мне пришлось планы скорректировать и их перенести. Итак, эта рубрика начинается с легендарной операционной системой, у которой год назад закончилась расширенная платная поддержка. Это легендарная, всеми любимая Microsoft Windows 7. Наша любимая семерочка. Семерка, добрая семерка, как только мы ее и не называли в детстве. Ну, если так можно сказать. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чего с лимончиком и погнали. Будет очень интересно. Рекомендация от Артема. Я хочу вам порекомендовать своих двух коллег-блогеров. Это Слава Мухин и Александр Михайлов. На их каналах вы можете найти прохождение различных игр, стримы на различные разговорные темы и много-много чего интересного. Например, у Александра Михайлова очень классные стримы по прохождению старых олдовых игр, 90-х, нулевых и даже 2010-х. Например, RC Cars недетские гонки, Cat Mario, Little Big Adventure и по другим играм, в том числе и Assassin's Creed, старый добрый. Кроме того, у Славы на канале вы можете найти его взломы, реакции на мои взломы, на взломы других ютуберов и в конце концов разговорные стримы, стримы по ГД, Cat Mario и другим хорошим играм. Ссылки на коллег-блогеров я оставлю в описании под этим видео. Вот она перед нами, великая и могучая операционная система нашего детства Windows 7. Именно с семерки я принял решение начать серию роликов по поводу выживания под старыми операционными системами. Пожалуйста, не путайте с выживанием на операционной системе. На это на, под это под. Итак, в первую очередь мы должны с вами скачать другой браузер. Но мы будем делать все по правильному пути. А именно мы запустим сейчас Internet Explorer или же Осел, или же Ишака. И мы с вами сейчас скачаем другой браузер. Кстати, покажу вам свойства системы, чтобы вы понимали, что тут вот она, семерка максимальная с Service Pack 1, 64-битная операционная система. Да, тут память я выделил 1 гигабайт, потому что если 1,5 гигабайта выделить, то у меня реальная система будет очень дико тупить, а OBS тем более будет. Поэтому на 1 гигабайте. Да, 64-битная система, важное примечание. Запускаем Internet Explorer 8. Здесь, если я не ошибаюсь, 8-я версия. Давайте посмотрим. Так и есть, Internet Explorer 8. Далее нам нужно зайти в любую поисковую систему. Давайте мы с вами зайдем в Google. Так, забыл раскладку переключить. Google.com. Переходим на сайт Google и в поиске мы пишем Chrome. Так, но правда на 1 гигабайте я точно сейчас не уверен, будет ли Chrome работать быстро, но в любом случае мы с вами это немножко проверим. Если что, мы дополнительно скачаем Огнелист или же Mozilla Firefox. Переходим на официальный сайт Google. Так, одно окно мы Internet Explorer закроем. Да, немножко все будет подтормаживать. Это, к сожалению, нормально для моего процессора. Нажимаем здесь кнопку скачать Chrome. Далее немножечко ждем. И тут у нас сказано: спасибо, что скачали приложение. Надо подождать, пока начнется автоскачивание. Но если вдруг скачивание не начнется, надо нажать на вот эту кнопку. Скачать Chrome вручную. Нажимаем здесь кнопку сохранить. Сохраним прямо в папку загрузки это все дело. И нажимаем кнопку запустить. Здесь мы нажимаем кнопку запустить еще раз. Далее у нас все закроется. Мы можем, наверное, закрыть сейчас Internet Explorer. Да, здесь нажимаем на кнопку да. И закрываем Internet Explorer. Далее ждем, пока Google Chrome полностью скачается на нашу великую и могучую семерку. Хочу вам сразу кое-что сказать. То, что я в этом ролике ни при каких обстоятельствах я не буду показывать различные там способы, скажем так, лицензионного ключа. То есть к чему я это говорю? Говорю, я не буду лезть на, например, различные всякие сайты торрент-трекеров. Я не буду туда лазить. Мы все с вами будем качать только с официальных источников. Все, загрузка Google Chrome завершена. Далее нужно просто немножко подождать, пока Google Chrome установится. Как мы с вами видим, Chrome уже успешно установился, запустился и показывает нам уведомление о том, что
у вас установлена Windows 7, и чтобы обновлять Google Chrome, нужна Windows 10 или более поздняя версия. Так, давайте все-таки посмотрим версию, какая версия тут у нас установлена. Так, я одну вкладку уже могу закрыть, чтобы не нагружать сильно семерку. Версия 109.0.54.14.120. Все, это последняя версия браузера Google Chrome для Windows 7 и для 8.1. И до обычной 8 тоже. Так, поскольку у нас версия это современная и умеет открывать различные сайты, то здесь в принципе толком нечего проверять. Можно, например, в ВКонтакте открыть без всяких проблем. Вот, пожалуйста, ВКонтакте спокойно загружается. Мы даже можем без проблем залогиниться. То есть, можно сказать еще иными словами, интернетом мы просто на семерке без проблем можем. Вот, ВК у нас открылся. YouTube я проверять не буду, потому что нету смысла, потому что система иначе будет у меня реально тормозить. Давайте другой сайт откроем, например, forstore.ru. Это сайт, на котором пользователи размещают страшные истории. То есть истории с целью, там, скажем так, страха. Вот он, сайт открылся без всяких проблем. Теперь мне очень интересно, а как будет здесь работать Mozilla Firefox? Просто Firefox, наверное, будет потяжелее работать, хотя я могу в этом ошибаться. Поэтому мы с вами идем в поиск и пишем Firefox. Вот он, официальный сайт Mozilla Firefox. Блин, олдовый логотип Firefox. Я его все еще до сих пор люблю, чем современный. Хотя современный тоже неплохой, но старый олдовый он как-то покруче, что ли, выглядел в те времена. Да, видно то, что Google Chrome тормозит. Я, кстати, надеюсь, в OBS не будет сильных пролагов в записи, хотя я это уже не могу исключать. Очень на это надеюсь. Так, Firefox больше не поддерживается до Windows 8.1 и более ранних версий. Пожалуйста, загрузите Firefox ESR, выпуск с расширенной поддержкой. Тогда мы с вами ее и скачаем. Нажимаем вот здесь на синюю кнопку. И все, у нас пошло скачивание браузера. Я пока запись поставлю на паузу. Все, браузер у нас загрузился. Давайте мы с вами его запустим. Кстати, в более новых версиях Google Chrome вот панель загрузок теперь находится вот здесь, как в Mozilla Firefox, а не внизу, как раньше. Не знаю, кому как удобно, но я лично привык в Chrome видеть эту панель загрузок внизу. Нажимаем на кнопку «Запустить». И как мы уже видим, несмотря на тормоза, Firefox пошел распаковывать свои установочные файлы. Так, у нас появился контроль учетных записей пользователей. Здесь нажимаем кнопку «Да». То есть мы даем согласие, то, что мы хотим запустить установщик Firefox. Да, из-за того, что система подтормаживает, это, если что, мой реальный компьютер дико начинает тормозить. Это, скорее всего, особенность VMware. Так, устанавливаем Firefox как обычно. Не будем его делать браузером по умолчанию. И нажмем на кнопку «Установить». Все, у нас успешно завершилась установка Mozilla Firefox. Мы пока снимем галочку, запускать его сейчас прям мы не будем. Мы, конечно, его запустим обязательно, посмотрим. Запускаем наш Firefox. Вот он появляется у нас в таком окошке. Да, он может, кстати, подтормаживать, это нормально. Мы это все закроем, это нам все не нужно. Вот он перед нами, обычный Firefox. Но единственное примечание — это ESR версия. ESR — это версия с расширенной поддержкой, как было указано на официальном сайте. Расшифровывается она Extended Support Rease 115.6.0 ESR 64-битная. Вот, кстати, я только сейчас обратил внимание, то, что Firefox, он тормозит. То есть Firefox, скорее всего, тут мы пользоваться уже дальше не будем, потому что смысла не вижу. Система на нем будет наглухо тормозить. Далее, что нам нужно еще поискать? Далее мы поищем видеоплеер. Какой же видеоплеер мы будем устанавливать? Давайте мы установим VLC. Так, нажимаем на вот эту ссылку. Так, какие у нас тут системы поддерживаются? Поддерживаются начиная с Windows XP SP3 и заканчивая Windows 11. Версия 3.0.20. Интересно, она пойдет на этой системе или не пойдет? Да, здесь то же самое написано. Если вдруг загрузка сейчас автоматически не пойдет, то надо нажать на вот эту кнопку. Вот, кстати, ссылка такая интересная. На домен Яндекса ведет. Но, скорее всего, оттуда и будет скачивать. Так, давайте я нажму, хотя бы uBlock Origin поставить, хороший блокировщик рекламы. Вот, кстати, надо будет прямо сейчас его и лучше и поставить. Нажимаем на кнопку «Установить» и все-таки установим сейчас uBlock Origin, пока можно кое-что сделать. Здесь нажимаем «Установить расширение» и... Вот, кстати, глюки были с графикой. Надо дать разрешение на запуск VLC. Я просто семеркой очень давно не пользовался, я уже отвык от таких экранов URC именно. Я больше к десяточному привык. Ну, когда экран вот так не мерцает, можно так сказать. Так, я уже чувствую то, что OBS сейчас там с ума сходит. Я клянусь. Так,
Вот он VLC, устанавливаем программу как обычно. Так, и пока копируются файлы, мы посмотрим, что у нас в браузере. У нас, похоже, блокировщик рекламы не хочет устанавливаться. Все, у нас VLC успешно установился. Давайте мы с вами запустим этот плеер прямо сейчас. Я, кстати, проверил в OBS настройки, с ними все в порядке. На записи лагов я даже не обнаружил. Так, ну давайте мы не будем проверять сейчас обновление. Вот он, великий и могучий VLC. Последняя версия спокойно запускается на Windows 7. Значит, смотрите фильмы, видео мы можем совершенно спокойно, потому что в состав VLC входят абсолютно все кодеки. Красавец VLC. Ладно, мы его сейчас закрываем, мы возвращаемся в Google Chrome, блокировщик рекламы наконец-таки установился, он сейчас, правда, выключим, потому что он мне сейчас будет не нужен. Давайте дальше. Давайте мы установим, наверное, и аудиоплеер. И тут у меня два варианта есть. Либо ставить AIMP, либо ставить Winamp. Но во времена Windows 7 обычно все пользуются AIMP, поэтому мы его и установим. Давайте мы зайдем на официальный сайт AIMP и его установим. Вот он, AIMP for Windows. AIMP это прям классика. Вот она последняя версия. Кстати, тут видно то, что требуется минимум Windows Vista, значит семерка поддерживает. Так, а вот какую версию скачать? Ну давайте 64-битку и скачаем. И подождем всего лишь несколько секунд. Нажимаем здесь кнопку «Да». Блин, сколько ностальгии вот в этом окошке. О, смотрите, здесь на логотипе елка нарисована и в виде буквы А. Прикольно. Так, вот он спокойно запускается. Так, обычная версия. Так, Яндекс, не надо нам предлагать устанавливать Яндекс. Обязательно снимаем все третьи галочки, они нам не нужны. Все, нажимаем кнопку «Далее», нажимаем кнопку «Установить». Теперь мы просто подождем, пока AIMP установится. Итак, AIMP уже установился. Давайте мы его запустим, посмотрим на этого нашего красавца. Так, давайте темную тему поставим. Я просто привык уже к темной теме, поэтому я ее и ставлю. Вот он, пожалуйста, современный AIMP на Windows 7. Музыку мы слушать без проблем можем. Winamp, кстати, тоже здесь будет работать без всяких проблем. Так, закрываем AIMP и идем дальше. Так, смотрите, у нас браузер есть, видеоплеер есть, аудиоплеер есть. Но не хватает еще одной вещи. Архиватора. Давайте сюда установим легендарный 7-zip. Так, нет, спасибо, переводить страницу нам не обязательно. Скачаем самую последнюю версию, 23.01. Так, запускаем сразу мы установку архиватора. Так, нажимаем кнопку «Да». Так, install. Вот все, 7-zip установился. Давайте мы зайдем в меню «Пуск» и найдем 7-zip. Вот он. И вуаля, вот он, пожалуйста. Красавчик. 23.01, последняя версия. И давайте тогда еще и WinRAR сразу поставим. Так, мы просто его скачаем. Да, надо будет потом купить, но так как мы используем семерку для выживания, можно так сказать, мы просто ее скачаем. Так, загрузка, видать, не пошла автоматически. Оп, вот и все. Версия 6.24. Вот она спокойно себе устанавливается. И посмотрим сведения. Вот он, WinRAR 6.24. Последняя версия спокойно себе запускается на Windows 7. Архиваторы мы установили. Аудиоплеер точно есть. Видеоплеер есть. Браузеры есть. Давайте пойдем дальше. Давайте мы займемся теперь офисом. Тут есть два варианта. Или ставить Microsoft Office, или ставить какой-нибудь свободный офис. Поскольку Microsoft Office надо реально покупать, а так как это выживание, то лучше вместо того, чтобы я, скажем так, качал его с торрента, лучше скачаем свободный офис. Я выберу LibreOffice. LibreOffice это свободный аналог программы Microsoft Office. То есть здесь те же самые Word, Excel. Выбираем Windows 64 бит и нажимаем кнопку Download. Версия 7.6.4. Да, я тут системные требования пока не вижу, но по идее она должна работать. Так как это архив весит 345 мегабайт, я запись поставлю на паузу. Так, а пока у нас офис скачается, давайте установим и пока другую программу. Давайте пока графический редактор какой-нибудь поставим. Можно было бы Photoshop поставить, но вы сами понимаете то, что я Photoshop поставить не могу, так как я не могу на YouTube показывать вам источник, где бесплатно скачать Photoshop. Это вы уже сами делаете. Лучше я установлю сюда альтернативу Photoshop. Называется программа GIMP. Тем временем, пока офис сейчас будет скачиваться. Так, нам нужно найти версию скачиваем вот эту последнюю версию 2.10. Так, вижу, браузер немножко подтормаживает. Ого, обратите внимание, GIMP весит достаточно немало. Поэтому загрузка немножко будет дольше. Но раз уж у нас и графический редактор весит столько, давайте тогда мы скачаем
все-таки другую пока программу. Поищем мы сейчас программу под названием QBitTorrent. Это программа для скачивания торрентов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а почему Chrome подвисает так? Да, здесь есть еще такой фактор, то что последняя версия может на 7 и не пойти. Тогда уже придется искать версию помладше. О, LibreOffice у нас уже скачался, только сейчас заметил. Так, пока здесь идет проверка, я не хочу просто подгружать сразу браузер, потому что я боюсь, что браузер может и вылететь. Так, смотрите, в чем прикол. Меня проверка Cloudfile не пускает на этот сайт вообще. Гениально. О, старый добрый SearchForge. Вот на него должно пустить, по идее. Должно. Это сайт свободного программного обеспечения, на нем проверки не использовались. По крайней мере, когда я последний раз заходил. Скачался у нас и GIMP еще, но сейчас браузер тормозит, поэтому я сейчас не буду пока сразу ставить. Так, у нас тут видно версию 4.6.0, вот она 100% будет работать на 7. Ну, очень на это надеюсь. Скачались у нас все приложения, давайте, по порядку начнем. Установим QBitTorrent. Система безопасности нас предупреждает о том, что это неизвестный издатель. Все в порядке, это не вредоносная программа, все в порядке. Это официальный инсталлятор QBitTorrent. Тем более сайт sourceforge.net, он подтверждает этот факт. Так, пошла у нас проверка установочного файла, я так понял. Так, можно сам браузер, наверное, свернуть пока. Появился у нас контроль учетных записей пользователей, сокращенно UAC. Появилось у нас окошко с выбором языка. Это означает то, что программа запустилась. К сожалению, реально немножко все дольше, но на монтаже, скорее всего, я 100% буду вырезать все лишние моменты с нагрузкой системы. Так, создать язык на рабочем столе. Далее и установить. QBitTorrent установлен. Надо его запустить, чтобы на него посмотреть. Но что-то у нас пошло не так. Это печально. Точка входа не найдена. Тогда нам придется искать другую версию. Оказывается, меня на сайт программы пустило. Вот это поворот! Интересно. А в чем же проблема тогда была? На официальном сайте я прочитал информацию о том, что более новые версии программы действительно не работают сейчас на Windows 7, так как требуется библиотека Qt версии 6, которая 7 уже не поддерживается. Поэтому я сейчас скачал версию 4.4.5. Возможно, она точно заработает. Снова то самое окошко UAC. Даем разрешение на запуск. Вот оно, то самое окошко появилось. Chrome я пока сверну, он пока не нужен нам будет. Да, здесь мы соглашаемся и устанавливаем версию пониже. Так, эта версия установилась, пробуем ее запускать. И да, смотрите, эта версия работает. Она запустилась и даже требует обновления, но мы не сможем обновиться до 4.6.3, потому что Windows 7 уже не поддерживает. Правда, тут 32 бита, но тем не менее... Программа работает, можете без проблем скачивать торренты от ваших друзей. И следующее, что мы установим, это GIMP. Так, вот он GIMP, запускаем его совершенно спокойно. Так, установить до всех пользователей. Все, установщик запустился. Так, тут у нас лицензионное соглашение. Со всем соглашаемся, значок пусть будет на рабочем столе и установить. И все, пошла установка программы. Он считается одним из самых лучших и является альтернативой фотошопа. Надо реально будет, как будет свободное время, ради интереса попробовать на нем. Например, превьюшки до роликов делать. Именно на гимпе. Потому что я про гимп очень много слышал, но я так и на нем не сидел, потому что мне фотошоп был реально более привычен. Гимп у нас успешно установился. Давайте мы запустим его. Посмотрим на этот графический редактор. Я в последний раз его видел где-то, наверное, в 2019 году. О, какой красивый экран загрузки. Вот, кстати, на панели задач немножко еле-еле логотип программы. Вот так вот выглядит и его интерфейс. По интерфейсу он реально немножко Photoshop напоминает. Так что, скорее всего, мне будет легче потом в ней поработать. Посмотрим. Да, темная тема, я фанат темной темы везде. И в программах, и в операционной системе. Вот последняя версия GIMP спокойно работает на Windows 7. Кстати, последняя версия Photoshop до Windows 7 это 2020 и 2021. С 2022 работать уже Photoshop на 7 не будет. Минимум уже нужна будет 10. То же самое и с программой Premiere Pro. И, кстати, с Sony Vegas тоже. Теперь мы переходим дальше. Давайте установим офисный пакет LibreOffice, который мы с вами уже скачали ранее. Запускаем установщик. Так, установщик вполне себе запустился. Так, обычную установку и ярлык на рабочем столе создадим и устанавливаем. Так, разрешение он у нас просит. Давайте выдадим разрешение на установку программы. Но сюда без проблем можно установить и Office 2007, 2003 и 2010. Я лично сейчас пользуюсь Microsoft Office 2010.
Последняя версия офиса до 7 и 8 в том числе, это версия 2019 года. Какая-то версия 2019 года все-таки встает. Закончилась у нас установка офиса, запустим его, я надеюсь, что он запустится. Да нет, вот, вполне себе сейчас запускается. И вуаля, у нас есть свежий офисный пакет для нашей Windows 7. Тут можно создать и документ, презентацию, в общем, все как в Microsoft Office. Вот, пожалуйста, вот вполне себе альтернатива Word. Пожалуйста, тут и таблицы есть, диаграммы, картинки. Так что работать с документами можно, и с текстом в том числе. Так, что у нас на данный момент установлено? Офис мы установили, графический редактор мы установили, и программу QBitTorrent мы уже наконец-таки установили. Последняя версия до 7 это 4.4.5, если кому-то нужна эта информация. Но все равно чего-то не хватает. Точно, нам не хватает мессенджеров. В первую очередь посмотрим, будет ли здесь спокойно работать последняя версия, например, Telegram. Переходим на официальный сайт Telegram, нажимаем на эту синюю красивую кнопку. Так, это версия 4.4.14.6. Посмотрим, будет ли она работать на 7 или же все-таки не. Скачался у нас Telegram, давайте мы его сразу же запустим. Так, инсталлятор вроде запустился. Так, инсталлятор работает, уже хорошо. Обязательно ярлык на рабочем столе и просто нужно немного подождать. Так, оставляем эту галочку запуска и сразу давайте запустим Telegram, посмотрим, он работает или нет сейчас. Мне прям самому чертовски интересно. И да, Telegram запустился совершенно спокойно, без ошибок. Это значит, что мы можем общаться в Телеграме на 7 все еще без проблем. Спокойно здесь можно залогиниться и все будет прекрасно работать. Он даже обновление будет получать совершенно спокойно. Так, насчет Телеграма разобрались, давайте проверим Discord. Мне очень интересно, а Discord здесь будет спокойно работать? Нажимаем здесь на кнопочку Download, точнее на надпись Download, прошу прощения. Да, кстати, не обращайте внимания на то, что это англоязычный сайт, хотя у меня браузер и система на русском. Видно то, что 7 поддерживается здесь, вот, Windows 7 или выше, значит Discord мы без проблем сюда установим. Пускаем, наверное, сейчас разрешение надо. Так, требуется Microsoft Net Framework 4.5. Все, Discord без проблем уже установился, запустился и скачивает себе необходимые обновления. Ну и все, пожалуйста, вот он, Discord запустился, вполне уже работает. Можно без проблем залогиниться сюда. Можете пользоваться Discord на Windows 7 безо всяких проблем. Он работает. Так, а вот остальные мессенджеры по типу Viber там или других, они тоже здесь будут работать 100%. Но нужно искать версии помладше. Например, последняя версия Viber здесь уже не запустится. Так, Telegram и Discord у нас есть. Общение у нас более-менее есть. Теперь мне очень интересно проверить сам Steam. Мне очень что-то стало интересно, а у меня Steam запустится хотя бы? Давайте так и сделаем. Зайдем сейчас на официальный сайт Steam и скачаем. Нажимаем на зеленую кнопку «Установить Steam» и нажимаем на синюю кнопку «Загрузить Steam». Пока никаких, кстати, нету сообщений, что типа у вас не та система или тому подобного. И просто достаточно запустить установщик Steam. Даем разрешение от URC на запуск программы установки. Вот как только ты Chrome закрываешь, системе реально легче становится. Установщик функционирует спокойно. Все, устанавливаем Steam. Так, мастер завершил свою работу. Поехали, давайте сразу запустим Steam. Так, у нас появилось тут окошко Steam. Вот оно, Steam сейчас проверит обновление. Ну и вуаля, пожалуйста, он запустился. Здесь можно также без проблем залогиниться. И вот, пожалуйста, Steam запустился. Он вполне себе отлично работает. Вот. Вот тут у нас, правда, появилось уведомление о том, что он прекратит работу, но Steam работает. Вот, Steam работает, он, правда, долго подгружался, поэтому я сразу включил библиотеку. Вы тут можете лицезреть список игр, которые у меня есть в Steam. Здесь ничего страшного в этом нету. В общем, Steam полноценно работает. Так что здесь Steam пользоваться можно будет, наверное, год или 2 даже. А потом, скорее всего, к сожалению, Steam все-таки здесь перестанет работать и запускаться. Ну и получать обновления в том числе. Ну и напоследок мы установим какой-нибудь файловый менеджер. Можно, например, установить туда Total Command. Тот самый знаменитый Total Command. Нажимаем здесь надпись Download и скачаем 64-битную версию, так как у нас система 64-битная. Так, запускаем установщик.
даем разрешение на запуск. Так, а далее уже идет обычная установка. Установка успешно завершилась, и вот она запустилась. Так, нажимаем здесь кнопочку 2, настройки мы закрываем, нажимаем просто ОК и смотрим на Total Commander последней версии. Вот она, последняя версия, спокойно себе запускается на Windows 7. Раньше эта программа, кстати, называлась Windows Commander, но по требованию Microsoft программу переименовали в Total Commander. Ставить сюда File Manager нет никакого смысла, так как он вполне себе тоже здесь без проблем будет работать. Итак, что у нас по итогу здесь есть? Есть у нас браузеры Chrome и Firefox, аудиоплеер есть, видеоплеер есть, файловый менеджер есть, мессенджеры есть, игровой клиент есть, офисный пакет присутствует и программа до скачивания торрентов тоже присутствует. Ставить сюда антивирус я никакого смысла не вижу, потому что здесь уже вы решаете сами, каким антивирусом вы будете пользоваться. Я лично им не пользуюсь, потому что он мне на данный момент не нужен, и какой антивирус на Windows 7 поставить, я посоветовать, к сожалению, тут не смогу. А с остальными программами тоже смотрите сами. Сюда можно и реально сам Photoshop потом установить, Microsoft Office можно без проблем поставить. Это вы уже сами делаете. Ну а на этом выживание подошло полностью к концу. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте, что вы также можете подписаться на меня в других социальных сетях, это в Телеграме, в Дискорде или же в ВК. Все ссылки в описании под видео. Также в описании под видео есть ссылка на мои Play и Live каналы, где я тоже размещаю замечательный игровой контент, а также влоги и собственные взломы телеканала. Ну и также не забудьте поддержать канал по вашему желанию, ссылки все необходимые также в описании под видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.